После введения правительством заградительного утильсбора на автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил, бюджет России ежегодно будет терять до 300 миллиардов рублей, прогнозируют в Национальном автомобильном союзе. Эксперты отмечают, что те граждане, которые возили в страну иномарки по льготным ставкам, просто откажутся от этого канала покупки автомобилей. Национальный автомобильный союз направил министру финансов России Антону Силуанову и главе Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву письма с просьбой отказаться от принятия постановления правительства, изменяющего методику исчисления утилизационного сбора на автомобили. Как следует из документов, привязка утилизационного сбора к мощности автомобиля и отмена льготного утильсбора для автомобилей мощнее 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами для личного пользования, приведет к тому, что такие автомобили станет невыгодно ввозить в Россию, и граждане откажутся от их покупки, а госбюджет не получит многомиллиардные суммы, которые сейчас поступают туда в виде таможенных платежей и утилизационного сбора. Даже если взять усредненный таможенный платеж за одну иномарку в 800 тысяч рублей за ввозимый автомобиль, то потери федерального бюджета составят не менее 200 миллиардов рублей в год. В реальности цифра будет намного значительнее. Заметную долю ввозимых автомобилей составляет премиальный транспорт, где таможенные ставки составляют до 20 евро за каждый кубический сантиметр рабочего объема двигателя. Можно прогнозировать, что потери составят более 300 миллиардов рублей ежегодно, отмечается в письме НАС. Для более понятной картины грядущего подорожания популярных автомобилей, Национальный автосоюз приводит пример калькуляции утильсбора на бестселлер частного ввоза. Японский седан Toyota Camry с 2-литровым двигателем мощностью 174 лошадиных силы. Так, сейчас для такой новой машины от 0 до 3 лет платеж утиля при декларируемой цене в 26 тысяч евро составляет 1,2 миллиона рублей. За тот же японский седан, но уже в поддержанном виде, проходной возраст от 3 до 5 лет, утилизационный платеж составляет уже более приемлемые 509 тысяч рублей. Однако после введения нового порядка исчисления утильсбора, только за утильсбор на эту машину придется выложить 1 миллион 940 тысяч рублей за новую Toyota Camry. Утилизационный платеж за ее наиболее востребованный вариант с вторички составит 1 миллион 710 тысяч рублей. В Национальном автомобильном союзе убеждены, что подобный уровень сбора, который суммируется с менее высокими таможенными пошлинами, а также рядом других платежей, установка модуля ЭРО-ГЛОНАСС, получение сертификата безопасности и так далее, раз и навсегда запретят импорт Toyota Camry и тысяч других исторически популярных у россиян иномарок. А это в свою очередь ударит рикошетом по бюджету, считают правозащитники. В случае отказа от приобретения такой легковой машины для личных нужд не будут уплачиваться и таможенные платежи, которые сейчас исправно поступают в федеральный бюджет. Не будет ежегодно растаможено 250 тысяч автомобилей, говорится в обращении Союза. Сколько машин везут частники? По данным АО «Электронный паспорт», в прошлом году физлица ввезли в РФ более 550 тысяч автомобилей, в 2023 – 460 тысяч. За 3 квартала этого года, по данным аналитического агентства «Автостат», объем импорта автомобилей физлицами составил 402 тысячи единиц. Из них 80 900 автомобилей ввезены новыми, а 321 тысяча – поддержанными. На машины мощнее 160 лошадиных сил, ввоз которых частниками по новой методике расчета утильсбора станет невыгодным, в этом году 72% объема частного ввоза пришлось по новым машинам и 44% по автомобилям с пробегом. Это 58 тысяч и 141 тысяча автомобилей соответственно. Вице-президент НАС Антон Шапарин выразил сомнение в том,
что в ходе подготовки проекта об изменении методики расчета утильсбора просчитывались все варианты негативного воздействия на экономику страны и бюджет из-за резкого повышения тарифов. Я боюсь, что такой риск не просчитывался, потому что если бы они считали, это было бы учтено в законе о бюджете, но там это не учтено. Там все стабильно. Они собираются получить триллионы рублей с утильсбора, но при этом мы видим, что в этом году не добрали до плана сотни миллиардов рублей, сказал он. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, после введения заградительного утильсбора на автомобили мощнее 160 лошадиных сил, некоторые покупатели по инерции еще привезут некое количество таких машин, но их поток резко ослабнет. К тому же по утильсбору это не финальная точка ужесточений, ожидает эксперт. У меня есть четкое понимание, что если миграция покупателей в сторону менее мощных, в том числе праворульных иномарок, будет большой, а суммарно рынок частного ввоза просядет не сильно, то недалек тот день, когда нам скажут: мы ввели коммерческий утиль на машины мощнее 160 лошадиных сил, но это не сработало. Давайте мы и эту планку понизим, пусть будет 120 лошадиных сил, или пусть вообще все его платят, сказал Кадаков. Тот, кто хотел купить, например, Kia Carnival с дизелем 2,2 литра, может не потянуть новый утильсбор в 1,9 миллиона рублей. Он скорее обратит внимание на японские праворульные автомобили, только менее мощные и менее безопасные, полагает Кадаков. Удар от новых тарифов придется по гибридным японским автомобилям Honda и Toyota и популярному китайскому кроссоверу Geely Majara, привел примеры главред «За рулем». Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржарета прогнозирует, что из-за новой методики расчета утильсбора прежде всего иссякнет ввоз гибридов и электромобилей. На машины больше 160 лошадиных сил приходилось более 50% всего ввоза. Спрос частично сместился на машины с менее мощным двигателем, но на гибриды и электромобили совершенно сумасшедшие ставки. Могу сказать, что параллельный ввоз упадет на 30-40%, отмечает Маржарета. Он также полагает, что на фоне снижения объемов импорта машин, суммарные поступления в госбюджет от таможенных платежей и утилизационного сбора снизятся. Недобор по деньгам от утильсбора ожидается уже в этом году, напомнил эксперт. О том, что поступления в федеральный бюджет России от утильсбора в этом году снизятся на 440 миллиардов рублей и составят 1,1 триллион рублей, заявил в прошлом месяце глава Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. Те чиновники, которые это придумывают, почему-то считают так: мы вдвое поднимем утильсбор и доходы бюджета поднимутся вдвое. Но так не работает. Сократятся сборы и по утилю, и по таможенным платежам, заключил Маржарета. Наши коллеги направили в пресс-службы Федеральной таможенной службы, Минфина и Минпромторга России вопросы о том, принимались ли в расчет потери, которые может понести госбюджет в виде недополученных таможенных пошлин, платы за таможенное оформление и утилизационного сбора, если граждане откажутся от ввоза в Россию машин мощнее 160 лошадиных сил из-за невыгодности. В пресс-службе Минфина не стали отвечать на эти вопросы, посоветовав обратиться с ними в Минпромторг. Ответ из Минпромторга на момент публикации видео не поступил. В пресс-службе ФТС в ответ на аналогичный запрос сообщили, что на плановой основе ведут проверку полноты уплаты утилизационного сбора, в том числе в отношении транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию с территории государств-членов ЕАЭС. На заданные вопросы ФТС ответ не предоставили. Напишите в комментариях, а как изменились цены у вас в регионе. Ну и шутка на прощание. 2025. Программа правительства на ближайшие 5 лет. Первое. Повышение продолжительности жизни до 120 лет. Второе. Повышение пенсионного возраста до 90 лет. Наступил 2030. Из-за происков врагов план выполнен только наполовину.
удалось реализовать только второй пункт. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании.